Привет, друзья! Синтия Хан родилась 13 декабря 1968 года на Тайване. Ее настоящее имя Юн Клай Чин. В детстве и юности она хотела стать танцовщицей. Однако карьера в танцах у нее не задалась, и Хан решила попробовать себя в качестве актрисы. В 17 лет она даже выиграла национальный конкурс юных талантов, организованный местной телестанцией, и это открыло ей дорогу на телевидение, а затем и в кино. В 1987 году она сыграла в нескольких тайваньских фильмах, после чего ей повезло. Синтия приглянулась продюсеру и основателю киностудии боевиков. В то время он искал другую актрису на замену Мишель Хан, которая решила уйти из жанра фильмов о восточных единоборствах. Как и Мишель, у Синтии была неплохая танцевальная подготовка, а поднатаскать ее в боевых искусствах было лишь вопросом времени. Гонконгским дебютом Синтии стала третья часть культового сериала «При исполнении». Она же сыграла и в последующих частях. Хотя 3 последних фильма не имеют официальной привязки к сериалу, в некоторых странах видеодистрибьюторы привязали их к нему самовольно. Ведь во всех этих фильмах героини Синтии были весьма похожи. Также ей часто приходилось исполнять весьма рискованные трюки без дублера. Надо сказать, что несмотря на привлекательную внешность и отвагу на съемочной площадке, она с трудом справлялась с драматическими сценами, и ее игре была присуща скованность и зажатость. Однако в ее поздних ролях это стеснение понемногу испарилось. Тем не менее, Синтия пришла в жанр боевиков в момент его зарождения, поэтому в начале 90-х быстро стала одной из самых популярных актрис этого жанра. С падением популярности жанра она, как и Юкари Ашима, пыталась оттянуть неизбежное и активно снималась в дешевых филиппинских боевиках. Принимала участие в сериалах и периодически возвращалась на Тайвань, где окончательно осела на рубеже десятилетий. Ее имя вновь всплыло в газетах, когда в результате землетрясения в Тайване она потеряла дом, который был практически полностью уничтожен. Синтия была особенно активна в начале 2000-х, когда вышло несколько тайваньских боевиков с ее участием. Но после этого она окончательно пропала с экранов. Последняя на данный момент картина датируется 2003 годом. Несмотря на это, Синтия Хан стала неотъемлемой частью золотого века гонконгских боевиков. Она участвовала во множестве значительных кинобоевиках своего времени и за 10 лет исполнила немало зрелищных и зачастую смертельно опасных трюков. Эта сильная женщина действительно горела на работе и никогда не боялась трудностей. Синтия внесла немалый вклад в фильмы про единоборство, и у нее есть поклонники по всему миру. Желаем ей долголетия и возвращения на экраны к своим зрителям. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.